У вас когда-нибудь просили помощи касатки? Нет? Странно. Тогда, может быть, вы помогали леопарду достать голову из кастрюли? Тоже нет? Вы много потеряли. В этом ролике я расскажу вам самые удивительные ситуации, когда животные просили помощи у человека. Обязательно смотрите видео до конца, ведь вас ждет самая трогательная и захватывающая история взаимопонимания человека и животного, которую вы когда-либо слышали. Приятного просмотра! Начать свой рассказ мне бы хотелось с очень необычной истории. Недалеко от побережья Юпитера во Флориде дайвер и его команда занимались своими делами, когда внезапно к ним подплыла лимонная акула. Она настойчиво тыкалась носом в одного из пловцов, словно пыталась что-то важное сообщить. Согласитесь, такое бывает нечасто. Но, к счастью, этот удивительный момент был заснят на камеру другом-фотографом. Джош Эклс, опытный дайвер, наслаждался теплой водой океана, когда заметил лимонную акулу, которая несколько раз подплывала к нему, осторожно касаясь гидрокостюма. Акула вела себя достаточно странно, и Эклс понял, что что-то не так. Приглядевшись, он заметил крючок, застрявший в брюхе рыбы. Поняв, что акула ищет помощи, он решил действовать. Честно говоря, я бы ни за что в жизни не стал приближаться к акуле. Конкретно лимонные акулы обычно не нападают на людей, но они могут вырастать до достаточно больших размеров и обладают очень мощной челюстью. Несмотря на риск, Эклс подошел ближе, одной рукой обхватил морду акулы, а другой извлек крючок. Этот смелый поступок был заснят на видео и быстро стал вирусным на YouTube, набрав более 500 тысяч просмотров. Но что поразило зрителей больше всего, так это благодарность акулы. На видео видно, как она неоднократно возвращается к Эклзу, плавно кружась вокруг него. Эклз заметил, что хоть акулы иногда и подплывают близко, это было особенно настойчиво. Каждый раз, когда она проплывала мимо, она тыкалась в меня все сильнее, рассказал он. Он также отметил, что был благодарен за такую уникальную встречу с этим морским обитателем. Этот случай показал, что даже такие крупные и мощные морские обитатели могут нуждаться в помощи и быть благодарными за нее, сказал бы я, если бы не боялся акул. Еще одна удивительная история про прекрасных морских обитателей произошла около берегов Атлантики. Обычный турист, отдыхающий на яхте, вдруг видит касатку, которая явно пытается привлечь его внимание. Животное вело себя необычно, словно прося о помощи. Она как будто бы кричит: «Остановите яхту, помогите!» Наш герой, доверившись интуиции, решил вызвать спасателей. Видимо, я единственный, кто боится больших морских обитателей. Кстати, интересный факт. Касатки обладают высокой степенью социальной организации и сложными коммуникативными способностями. Они живут в матриархальных обществах, где старшие самки играют важную роль в принятии решений. Кроме того, касатки известны своим интеллектом, способностью к обучению и эмпатии, и именно этот случай отлично подтверждает их умение взаимодействовать с окружающим миром. Так вот, после вызова спасателей прошло целых 2 часа, и все это время касатка терпеливо ждала помощи, оставаясь неподалеку. Когда спасатели прибыли, они обнаружили, что бедная мама запуталась в веревке, которая угрожала ее жизни. Спасатели аккуратно перерезали веревку ножницами, освобождая животное. В знак благодарности касатка издала радостные звуки, выражая свою признательность за спасение. На этом моменте даже я прослезился. Однако на этом история не закончилась. Неожиданно появилась еще одна стая касаток, которые своим равномерным движением начали сопровождать спасателей, выражая таким образом свою благодарность за спасение сородича. Это трогательное зрелище показало, насколько глубокими могут быть связи между животными и как они могут выражать свои чувства. Ну а следующая ситуация достаточно нетипичная, но безумно интересная, поэтому я не могу ее не рассказать. Совсем недавно ученые решили провести эксперимент, связанный с домашними козами. Исследования показали, что козы обладают впечатляющими способностями к взаимодействию с человеком, сравнимыми с собаками и лошадями. Одомашнивание изменяет все аспекты жизни дикого животного, в том числе его поведения. В экспериментах с неразрешимой задачей, когда животное не может самостоятельно достать лакомство, взрослые собаки ищут зрительный контакт с человеком, привлекая его внимание. Лошади ведут себя аналогично. Профессор Лондонского университета Алан МакЭллигот
и его коллеги отмечают, что собаки и лошади одомашнивались для работы в тесном контакте с людьми, что может объяснять их склонность полагаться на человека. В то время как животные, прирученные для сельскохозяйственных нужд, такие исследования проходят редко, поэтому и было принято решение провести такой эксперимент. Авторы обратились в питомник Баттеркапс, где отобрали 34 особи взрослых здоровых домашних коз, которые имели опыт общения с людьми. Каждое животное по отдельности было ознакомлено с экспериментальной обстановкой, загоном и пластиковой коробкой, которая была закреплена так, чтобы козы не могли ее открыть, но могли видеть лакомство через прозрачные стенки. Рядом находился человек, который либо смотрел на козу, либо отворачивался от нее. Ученые записывали поведение животных на видео и анализировали его. Результаты показали, что козы были заинтересованы в награде независимо от поведения экспериментатора. Однако особи, к которым человек был повернут лицом, чаще и быстрее пытались установить с ним контакт и дольше задерживали на нем взгляд. Исследователи считают, что это свидетельствует о способности коз искать помощи у человека, подобно собакам и лошадям. Козы намного умнее, чем принято считать, заявили авторы эксперимента. Не могу с ними не согласиться. Ну а следующая история наглядно покажет, почему мусорить нехорошо. Выброшенные или, например, оставленные без присмотра предметы могут стать ловушкой для любопытных животных. В Австралии произошел именно такой случай, когда кенгуренок на одной из ферм просунул голову в железную лейку и застрял. На помощь поспешили владельцы фермы, решившие спасти бедное животное. Однако объяснить кенгуру свои добрые намерения оказалось невозможно, и испуганный зверек начал брыкаться. Два фермера решили действовать быстро. Они набросили на лейку веревку, пытаясь освободить кенгуренка. Один тянул за веревку, а другой держал за хвост, но их усилия не принесли успеха. Кенгуру продолжал бороться, усложняя задачу спасателям. Кстати, про кенгуру. Вы знали, что они обладают мощными задними лапами и длинными хвостами, которые помогают им поддерживать равновесие при прыжках? Эти животные могут развивать скорость до 70 км в час на коротких дистанциях и совершать прыжки до 9 метров в длину. Звучит очень мощно, не правда ли? Но фермеров это не остановило. Наши герои решили воспользоваться ножницами по металлу, чтобы срезать лейку. К счастью, кенгуру к этому моменту перестал сопротивляться и решил довериться людям. Осторожно работая ножницами, фермеры сумели освободить голову животного. История завершилась счастливо. Освободившийся кенгуренок поскакал обратно в дикую природу. Этот случай на ферме напомнил о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Быстрое и решительное вмешательство фермеров не только спасло жизнь кенгуренка, но и показало, что забота о природе начинается с каждого из нас. Да-да, и с тебя тоже, дорогой подписчик. Но не только кенгуру являются любителями засунуть куда-нибудь свою голову. Следующая история наглядно демонстрирует, что пластик является одной из главных угроз для дикой природы, ведь из-за него многие животные попадают в беду. Так произошло и в Нагпуре, Индия, где волк застрял головой в пластиковом контейнере, пытаясь достать остатки пищи. Группа фотографов отправилась снимать природу у озера, когда случайно заметила волка с головой, застрявшей в канистре. Операция по спасению показала, что этот волк принадлежит к одному из исчезающих видов. Животное пыталось достать остатки пищи, но его голова застряла в контейнере, и неизвестно, сколько времени бедный волчонок страдал от голода и изоляции, потеряв связь со стаей. Он выглядел крайне истощенным, и его состояние требовало немедленной помощи. Фотографы немедленно связались с департаментом лесного хозяйства и 2 часа выслеживали беднягу, не давая ему скрыться из виду, пока не прибыли специалист. Сородичи волка наблюдали за ним издалека, но не могли ему помочь. Очевидцы рассказали, что контейнер был обычной пластиковой емкостью для пищевых продуктов, которые местные жители часто выбрасывают бездумно. По данным исследований, Индия является одним из лидеров по количеству пластикового загрязнения, что объясняет частоту подобных инцидентов. Когда ветеринарам удалось поймать и успокоить волка, они осторожно сняли с его головы контейнер. Волк страдал от недостатка воздуха и перегрева, поэтому его поливали холодной водой, чтобы снизить температуру тела. После оказания первой помощи и освобождения малыша отпустили обратно в дикую природу, и он сразу же вернулся к своей стае. К счастью, эта история завершилась благополучно. Но просто подумайте, сколько таких ситуаций имеют печальный исход.
Как и предыдущий случай, этот еще раз напоминает о важности ответственного отношения к отходам и необходимости защиты дикой природы. Следующая ситуация очень похожа на две предыдущие, но она скорее смешная, чем трагичная. Рассказываю. В индийском штате Раджастхан произошел необычный инцидент, вызвавший переполох среди местных жителей. Леопард, жаждущий воды, попытался напиться из металлической кастрюли, стоявшей на улице, но его голова застряла внутри емкости. Самец не смог самостоятельно освободиться и в течение 5 часов, потеряв ориентацию, беспомощно бродил по деревне. Местные жители, испуганные и не знающие, как помочь животному, держались на расстоянии, фотографировали и снимали на видео происходящее. Ситуация выглядела тревожной, ведь леопард мог быть опасен для окружающих. Благо, на помощь пришли специалисты отдела по защите дикой природы, прибывшие по вызову. Они аккуратно вкололи леопарду транквилизатор, чтобы успокоить его и обезопасить себя и других. Затем спасатели распилили металлический сосуд, освободив голову бедного зверя. К счастью, леопард не пострадал. Кстати, вы знали, что численность леопардов в Индии, по последним данным, составляет около 14 тысяч особей. Однако в последние годы случаи столкновений между леопардами и людьми участились, что связано с уменьшением их естественной среды обитания и увеличением числа людей. Бедные зверушки. Но вернемся к нашей истории. После того, как действие транквилизатора прошло, леопард вернулся к своим обычным делам, оставив за собой только воспоминания о приключении. Благодаря профессиональной помощи специалистов, этого замечательного звереныша удалось спасти. Неизвестно, что могло бы случиться с гигантской кисой в такой необычной шапке. Но следующая ситуация тоже связана с желанием засунуть свою голову куда-нибудь. Случай произошел с рыжей коровой, голова которой застряла между двух деревьев. Как это случилось? Неизвестно, но бедное животное было в ловушке очень долгое время. Изнеможенная корова, лишенная сил бороться, обреченно стояла между стволами. К счастью, мимо проходил местный житель, который не смог остаться равнодушным к страданиям животного. Первоначально мужчина попытался сломать более тонкий ствол дерева, но это оказалось непросто. Тогда он решил использовать бензопилу. Несмотря на рев пилы, испугавший корову, мужчина действовал спокойно и уверенно. Он старался работать быстро, но аккуратно, чтобы не нанести травм животному. Когда бензопилой было отпилено больше половины ствола, мужчина попытался его сломать, но безрезультатно. Он снова взялся за бензопилу, и через несколько мгновений ствол поддался, упав на землю. Корова была свободна, но истощенная и ослабленная, не спешила убегать. Ей потребовалось время, чтобы прийти в себя. Коровы, кстати, обладают отличной памятью и могут помнить лица людей, которые проявили к ним заботу. Исследования показывают, что коровы способны испытывать сложные эмоции, включая благодарность и привязанность. Я думаю, что эта корова запомнила своего спасителя на всю жизнь. Мужчина, решивший помочь рыжей корове, проявил истинное сострадание и человечность. Животные, как и люди, нуждаются в нашей защите и помощи, особенно в моменты, когда они сами не могут справиться с трудностями. Ну а теперь, наверное, самая необычная и одновременно с этим самая трогательная история. На берегу Средиземного моря мужчина встретил осьминога, который чувствовал себя явно не очень комфортно. А между прочим, осьминоги – настоящие интеллектуалы среди беспозвоночных. Их умственные способности поражают. Они обладают отличной памятью, способны к обучению, могут различать геометрические фигуры и даже узнавать конкретных людей. Следовательно, осьминог тут застрял явно не по своей вине. Пожалев погибающего моллюска, мужчина отнес беднягу ближе к океану. Но то, что произошло дальше, шокирует любого из вас. Осьминог, почувствовав облегчение, приготовился уплыть, но прежде чем это сделать, он выразил свою благодарность, осторожно прикоснувшись к человеку. Это удивительное событие иллюстрирует, насколько умны и чувствительны эти морские существа. Кстати, вы знали, что осьминоги могут использовать инструменты. Например, они собирают пустые раковины кокосов, чтобы потом использовать их в качестве убежища. Это свидетельствует о том, что они очень даже похожи на людей. Эмоциональная сторона этих существ также поражает. В одном из известных случаев осьминог, которого кормили в аквариуме, начал узнавать своего кормильца и демонстрировать особую радость при его появлении.
Осьминоги способны проявлять благодарность, дружелюбие или даже привязанность. История с осьминогом и мужчиной на берегу – яркий пример того, как природа может удивлять нас своими чудесами. Такой контакт с дикой природой показывает, насколько глубоки и разнообразны могут быть отношения между людьми и животными. Но даже если вам кажется, что какая-нибудь акула ведет себя дружелюбно, то не стоит сразу протягивать ей руку помощи. Возможно, она просто ее откусит. Ну а если вы хотите откусывать, нет, не чужие руки, а сочные стейки, то я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.